Так, ребят, сейчас рецепт секретный нам будут рассказывать, как мини-бойлы делать. Подлещик. Вот он. О! О, у меня тоже там что-то пищит. Ну вот они. Идеально ровно. Чем же вы их делали-то? Пальцами. Вот. Да тут пальцами. Ну как? Ну пальцами. Опыт. Я их уже катаю больше 2 лет. Короче, за 30 рублей. За 30 рублей это мне прикормка, которая зовут, а я ловлю. Ну как, в зависимости от клёва. Вот. Мне вот это хватает. О, вот это я понимаю раздача. Вот это я попал. Чудо насадку. Попробуем вот эту. У меня клюнуло. Бегу. Ну, вот так вот получается. Мини-бойл, флэт-кормушка. Вместе получаем поклевку. О. Есть! Похоже. А может и нет. Вот он, мини-бойл. Так, ребят, всем привет. Долго меня не было. Вот. И надыбал я для вас очень полезную и интересную информацию. Смотрите и не переключайте. Это насадка ловит абсолютно всю белую рыбу. Сейчас, когда рыба не активна, не клюет, вот ездили мы на Сурское водохранилище, пробыли мы там 3 дня, поклевок очень мало на живой компонент, на червя, на опарыша, все что угодно, прикормки. Но то, что сейчас я вам расскажу рецепт, миллионы в интернете таких рецептов есть, но именно за этим гонялись спортсмены, искали этого человека, который ловит один, то есть приезжает на мопеде, закидывает 2 фидера и постоянно с уловом, то есть у него рыба всегда клюет. Что же за чудо такая насадка, сейчас расскажу, постараюсь объяснить, наверное, с научной точки зрения, как я понимаю, почему это работает и с чем это связано. Речь пойдет сегодня про мини-бойлы, про пуф, про плавающее тесто. Множество, миллионы рецептов, но этот будет, наверное, самый простой, эффективный, рабочий 100%. Также в конце ролика где-то будет вставка, оригинальный рецепт именно от человека, от которого я узнал это. Вот, поставьте обязательно лайк, поделитесь с друзьями. И рекомендация, когда вы изготовите эту насадку, не борщите, ребята, потому что рыбы вы будете ловить очень много, отпускайте, то есть, ну, бережно относитесь к природе, лишнюю рыбу не берите, больше нормы вылова, точно. Не могу я, меня немножко так прям на эмоциях, потому что рецепт реально бомбический, мы ничего не поймали, этот человек ловил стабильно, постоянно, вот. Мини-бойлы. И буду поэтапно рассказывать, поэтому смотрите и не пропускайте. Там много нюансов. Многие изготавливают их, но почему-то у них не клюет. Значит, что у нас должно быть для изготовления? Это красная нитка. Естественно, после нитки идет у нас здесь лежит иголка. И забыл, как эта штука называется. Ну, чтобы иголка не протыкала пальцы. Кто помнит, напишите. Напальчник. Наперсток. Вот, мне подсказывают за кадром, что это наперсток. Вот. А для чего нитка, иголка, насадка, рыбалка? Ну, ладно, идем дальше. Самый главный компонент. Это у нас гороховая мука. Это основной компонент. В принципе, единственный из сыпучих. Это яичко куриное, желательно домашнее. Вот. И вот с каждым моментом я буду рассказывать. Тут вот есть тонкости, нюансы. Ароматизатор, мед, ванилин, ванильный сахар. Можно ванилин,
все что угодно. Глицерин. Это основные компоненты, то есть для изготовления это чудо-супер насадки. Вот. С чего начинаем? Как мне объяснял человек. Первый этап: берется яйцо. Сейчас попробуем, как у нас получится. Ой-ой-ой-ой-ой. Нужно отделить белок от желтка. Вот как-то так. О! И желток мы удаляем. Используем только белок. Это нюанс. Следующим этапом, как по мне, это добавляем глицерин. Для чего будем добавлять глицерин? Чтобы тесто у нас было пластичное, не быстро сохло, и ароматизаторы, которые мы будем добавлять, они уже более эффективно работают, отдают. Ну, чуть-чуть глицерина. По оригинальному рецепту 7 капель. То есть одно яйцо, 7 капель глицерина. Вот. Берем гороховую муку. Вот, значит, я сейчас подумаю, что-нибудь еще здесь нужно. Нет, больше ничего добавлять не буду. Гороховую муку и добавляем по чуть-чуть и начинаем перемешивать. То есть ничего больше мы не добавляем. Перемешиваем до образования теста. То есть нужно нам, чтобы у нас получилось тесто. Добавляем еще. То есть в конце видео вы узнаете прям конкретный рецепт, количество, сколько, чего. Вот, но я сейчас делаю все это вживую. Как есть, как вы будете, с чем вы столкнетесь. Вот. Я думал, что одного яйца будет мало, но нет. То есть добавляем сюда еще. До тех пор, пока у нас не начнет образовываться тесто. Потом я расскажу, как можно апгрейдить это. Вот именно вот этот рецепт, который сейчас делаем, он рабочий 100%. Из миллионов, что есть, за ним охотились многие спортсмены. Конечно, просили они меня скрыть это, но, ребята, для вас. Смотрите, как получается белок. Вроде бы мало. В начале при приготовлении я думал, что придется использовать краситель. Было подозрение, что при замешивании цвет насадки будет светлый, белый. А у оригинала он был желтый цвет. Именно вот явно видно было, что желтый цвет доминирует. Вот, в сочетании с красной ниткой. Сразу забегая наперед, красная нитка плюс. Короче, красная нитка и желтый цвет. Это еще дополнительные. Вот, смотрите, еще кто-то скажет, и не так и много. В итоге у нас на выходе получится огромное количество мини-боев. С чем это связано? То есть рецептов много, но разница в том, что размер мы будем делать тот, который рабочий. Человек много-много раз изготавливал их и пришел к тому, что размер мини-боев для плотвы, для леща, для карася меньше горошинки. Если больше, как многие изготавливают, да, можно для крупной рыбы сделать отдельно, для карпа, то есть это будет рабочий рецепт. Вот. Но если чуть больше, то поклевок намного меньше. То есть на микро, наверное, бойлы клюет крупный лещ, крупный плотва грамм 300-400, и клюет очень жадно. Увеличивая насадку, у нас перестает. Так, месим до той поры, когда у нас не превратится в тесто. То есть желтый цвет, то, что нам нужно
краситель мы уже не будем добавлять. То есть я поставил на всякий случай краситель. Глицерин будет сохранять влагу. То есть бойлы будут пластичные. При сушке они не должны лопаться. Этот нюанс. Где купить глицерин? Потому что многие скажут, да где я его найду? Все очень просто. Идете в аптеку и там вот приобретаете вот такой флакончик. Стоит недорого и хватит вам надолго. Но глицерин обязательно нужен. Так, я думаю, сейчас, наверное, руками попробуем все это домесить. Хотелось мне по-чистому. Ой, ничего. Сейчас мы... Именно ничего сюда, кроме гороха, муки, не добавляем. Это самый утоловистый будет. Забегая вперед, это будут пылящие, плавающие мини-бойлы. Кто-то называет их кук, как угодно не назовите. В жару рыба перестает активно питаться. Живую насадку игнорирует. А вот именно вот это вручает. На водоемах, на любых уже опробовано. Вот, месим мы до той поры, пока не замесили. Добавлять сюда, я думаю, что ничего лишнего не стоит. Множество всего, то есть как вот бойлы там добавлять туда-сюда. Чем проще оказывается. Рабочий рецепт это всегда самое простое, самое надежное. Мы наблюдали за этим человеком неоднократно, и многие спортсмены говорили, что приезжает, поклевок вообще нет, ноль. Подходит к нему, у него клюет. Берут у него эти мини-бойлы на пробу и сразу же моментально начинает ловить рыбу. Активно при этом. И очень крупно. При этом что? Рыба клюет крупная. И лещи, и плотва 300-400 килограмма. Поэтому я решил поделиться с вами. Несмотря на то, что меня просили не публиковать это видео. Это спортсмены просили. А я для своих зрителей, для любимых, естественно, не буду скрывать. И все вживую месим до той поры, когда у нас тесто перестанет прилипать к рукам. Вначале я, конечно, думаю, что гороховая мука не даст скатать вот так вот, чтобы тесто было такое пластичное. Из этого комка, как мне сказали, что можно изготовить до 500 мини-бойлов. Я их назову, наверное, правильно. Не мини, а микро-бойл. Как в карпишинге я говорю, что на микронасадку очень хорошо клюет, естественно, больше поклевок. И осторожная рыба, и крупный карп. Также и тут получается. Которые продаются у нас пуфы, они такого достаточно крупного размера идут. И рыба, конечно, к ним подходит, тоже на них поклевки, тоже. Но размер, который я сейчас вам покажу, идеальный. На них клюет просто безумно. Вот, тесто у нас уже ближется к подготовке, уже пластичное, но к рукам еще прилипает. Поэтому используем. Так, у нас помощник тут пришел. Учувствовал, наверное, вкуснятину. Выглядывает вон с окна. Хитрец. Лепится очень хорошо. Я думаю, что лепиться не будет тесто. Вот. Короче, в принципе, уже тесто готово. Вот так вот его катаем. Следующий этап, что нужно сделать? Дать тесту отдохнуть. Сразу тоже забегу наперед, почему многие скажут, вот у тебя здесь ароматизатор стоит, почему ты его не добавил? По оригинальному рецепту ароматизатор будет добавляться потом. Вот. Сейчас еще чуть-чуть. Прям капельку. Ароматика добавляется уже потом. Это у нас будет пылящий пуф.
плавающие мини-бойлы, которые прям реально бомбят на реках, на прудах, на всех водоемах. И это тот самый рецепт, который взорвет, наверное, интернет. Спасибо еще раз вот этому человеку, человек с Донецка, за рецепт. Вот, этот комочек сейчас мы переложим в пакет и уберем в холодильник. Так, ну и что, ребята, прошло у нас время. Комочек у нас тесто настоялся в холодильнике. Вот такой, смотрите, к рукам не прилипает. Добавляю я в него еще дополнительно еще муки, чтобы он не плевал. Вот такой получается жесткий, упругий. Вот. Нужно добиться той консистенции, что вот видите, что к рукам ничего не прилипает. Вот. До конца я не понял, но делаю все как по рецепту оригинальному. Почему так? Вот комок есть, глицерин сюда добавили. И теперь, как автор рецепта, вот, буду делать так. Смотрите, стоит у меня здесь, значит, ароматика, много разной, всякое. Как он говорит, значит, он добавляет именно уже в готовое, в такое тесто. Берем, значит, из ароматики он добавляет мед концентрированный и ванильный сахар. Почему ванильный сахар, а не просто ваниль? Потому что ваниль может горчить, а ванильный сахар, он не должен горчить. Добавляем ванильный сахар. Тут у нас что, с какой-то с корицей, что ли? Темный какой-то. И начинаем замешивать. Наверное, сейчас сразу капнем сюда ароматизатор. Вот. И берется концентрированный ароматизатор и добавляется по несколько капель. Как он говорит, добавляет и начинает пробовать, как он пахнет, как слышится запах. По несколько капель. Это ваниль у нас. Вот, но вы можете добавлять на усмотрение, потому что это оригинальный. И вот начинаем перемешивать. Да, сахар не так легко уже и размесить будет, но месим. Запах пошел просто сногсшибательный. Ваниль и мед. Вот. Почему добавляют ароматизатор он после того, как тесто настоится, я не знаю. Ну вот, оригинальный рецепт, его нужно повторить, чтобы постараться добиться тех же самых боев, которые он делает. Потому что я думаю, что с первого раза все равно может не получиться. А если добавлять что-то свое, там, это уже не факт, что это будет работать, не будет. Запах просто бомбический. Просто. Но, как он говорит, что запах не должен быть сильно резкий. Потому что, как я понимаю, что он будет отпугивать рыбу. Вот чуть-чуть добавили сахара, и уже тесто начинает прилипать к рукам. А это не есть хорошо. Мы сейчас немножко добавим муки. Потому что нам сейчас нужно будет катать. Я так понимаю, что с ароматизатором нам уже достаточно. Вот, осталось нам добиться консистенции, чтобы он не прилипал к рукам. Процесс такой тяжелый, приходится, пальцы болят, приходится тесто тяжелое наминать. Вот, мнем и понимаем, что нужно еще чуть-чуть муки добавить, потому что ароматизатор дал немножко влажности. Не знаю, сахар как повлиял, то, что он стал пластилин более эластичный. Глицерин нужен для того, чтобы после того, как мы приготовим их, удерживал влагу и отдавал, когда в воде будет ароматизатор. То есть он впитывает в себя, держит. Вот. Ну, получился у нас вот такой кусочек.
И приступаем к самому интересному. Да, на столе у нас будет бардачок, как есть. Про нитку сразу скажу, что нитка желательно должна быть джинсовая, красного цвета. Красный цвет будет имитировать мотыля, то есть красный цвет дополнительно привлекает рыбу, именно красный. Можно, конечно, попробовать и на другие нитки. Вот. И тут есть нюанс. Уже, в принципе, все готово. Вот. Как в видео во всех делают, берут и начинают катать. Сейчас, во-первых, я покажу, как катать. Не пальцами катать надо. Руки. Чтобы нормально скатать, нужно скатывать вот на столе. Только не получилось, честно. Вот. На столе будет быстрее, приспособитесь ровней, и они будут такие более гладкие. Вот, получается тот самый пуф, который нам нужен. Он на руках налип, не очень удобно, сейчас придется помыть их. Вот. Так, немного руки отмыл, тяжело отмывается. Вот. У нас получился тот самый пуф, который все изготавливают, но по другому рецепту. Вот такого размера. Такой размер, конечно, подойдет для крупного карася, для карпа. Вот. А в нашем варианте, из-за чего клюет крупная плотва, лещ, нужно сделать тот самый мини-бойл, микробойл, размером меньше горошинки. Меньше. Это вот именно, несмотря на то, что он будет маленький, первый, он будет растворяться быстро. То есть он будет работать очень быстро. Плюс-минус вот такой. Можно чуть-чуть меньше, можно чуть-чуть больше. Он будет очень быстро растворяться, пылить. И крупные плотва, крупные лещи, вся, что белая рыба, карась, карп, просто будет с радостью поглощать именно вот такой размер. Вот, катаем их. И, как я говорил, вот из этого куска теста можно накатать огромное количество. То есть вот в данный момент я делаю немного большоватый, но чтобы было видно на камеру. Объясняюсь, размером меньше горошинки. Катаем. Если на карпа, то, естественно, можно пробовать и больше разных накатать. Рабочий вариант это вот очень микро, маленькие. Можно сделать разные. То есть, если за карпом едете, делайте большие. Вот, на столе удобнее выкатывать, потому что пальцами пробую я катать, все это прилипает и неаккуратно получается. На столе нормально получается. Можно еще немножко муки насыпать, чтобы ничего не прилипало. Таким образом, из такого комка выходит, как мне сказали, в районе там 300-500 штук. То есть очень много. Процесс долгий. Вот. Сейчас немного я это подделаю их. И потом расскажу, что дальше. Дальше есть два пути. Первый путь это сушить их в духовке при температуре 50-60 градусов, не выше, потому что в интернете все там 160. Нет, 50-60 градусов на разогретой духовке в течение часа. Это первый рецепт. Второй рецепт это в микроволновке, вот такие небольшие, в районе, то есть от мощности будет зависеть микроволновки, смотрите, от минуты до, наверное, максимум 3 минут. У меня микроволновка слабая, напряжения нету, вот, поэтому где-то у меня 2 минуты. В случаях с микроволновкой я знаю 100%, что они превращаются в плавающие. Вот, то есть презентация меняется. В случае в духовке не могу сказать, буду пробовать. Вот, напишите, кто знает. Потому что от оригинала рецепт был в духовке. Потом посмотрим, как они себя ведут в воде. Самое главное, что получается у нас. Здесь нет ничего лишнего. Очень все просто. Горох. Изначально горохом пахло. Добавили туда яичный белок, глицерин и ароматизатор. Ничего лишнего нет, очень все просто работает. Из-за чего это работает? Первая презентация, если мы сушим в микроволновке, они у нас превращаются в плавающие. Вот. Помимо того, что они плавающие,
так они еще и растворяются, они пылят. Самое главное, пылят. Плюс красная нитка, дополнительный маятник. Работают просто фантастически. Также вставки сделаю, видео. Вот. Поэтому именно из-за этого я решил заморочиться и накатать их. Многие ищут этот рецепт. В интернете, как говорят, их полным-полно. Но именно этого рецепта, рабочего, который 100% работает, вот он есть. Вот он, наконец-таки. Кропотливый процесс. Сейчас я их немножко накатаю, чтобы было видно для теста. Микроволновку уберем. Сделаем разных размеров, чтобы было видно. Ну, в принципе, наверное, достаточно. Значит, что из совершенствования? Все это кладем на полотенце бумажные. Для чего? Когда микроволновки они будут сохнуть, из них будет выделяться влага. Чтобы она сразу полотенце. Сейчас мы их уберем в микроволновку. Вот. Ставлю 1,5 минуты. Мощность у всех разная. Как определить, готово, не готово? Ставите минуту. После минуты достаете, кидаете в воду. Всплывает, значит, они у вас готовы. Значит, они у вас плавающие. Если не всплывает, добавляйте еще по 30 секунд. Все очень просто. Сейчас буквально там минуту еще нам осталось подождать. Вот, и мы увидим. Так, у нас надо подготовить образцовый сразу. Кстати, смотрите, я готовился. Стаканы здесь уже плавают. Вот. Не просто так. Потому что первый раз все это именно такое чудо. Будет у нас чашка с жирафиками. Вот поваренок. Кстати, вот ванилин обычный. Мне сразу сказали, что обычный ванилин не стоит добавлять, потому что он может быть горчить. Поэтому использую я сахар ванильный. Вот, тоже из нюансов. Значит, у нас все тут на 6 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Пип-пип-пип. Стоп. Что у нас тут мы можем наблюдать? Видите влажность на салфетке? Цвет изменился. Они стали какие-то легкие, как пенопласт. Да, кстати, многие говорили, мне рассказывали, плавающий делают, добавляют пенопласт, обкатывают. Но это реально такой, ну, смех. Им, конечно, нужно отдохнуть. Вот, сразу смотрим. Плавает. Никакого пенопласта нет. Горох плавает. Презентация. Отлично, отлично. Плавает. Вот, один утонул. Один утонул, все вживую. Видно, что потому что... Вот. За счет глицерина сохраняется небольшая пластичность. Вот. И теперь все очень просто. Осталось только взять иголку. Нитка у нас идет, чтобы не рвалась, джинсовая. Обязательно красного цвета. Как я говорил, красный цвет будет имитировать мотыля. А также цвет выделяет насадку ярким своим цветом. Вот. Никак не лезет. Не лезет. Залезу и вылезу. И лезет, и не лезет. Но я думал, что все просто. Короче, из всего, что есть, самое тяжелое, это попасть ниткой. Вот я попал. Вот. Значит, пробуем. Протыкается. Но, чтобы не мучить себя, берем приспособу. Только в палец, самое главное, чтобы не выехал. Вот. Вылезла.
Ну, проблем тут небольшая появилась. Нужно было подсушить их. Лопнул иголку, значит тоньше надо. Таким образом, просто весь смысл чего? Завязываем 4 узла. Еще, честно, не вязал, как это вязаться будет. Вот так вот, скорее всего. 4. Почему 4? Потому что, когда нитка попадет в воду, она будет растягиваться. Ух ты. Что-то не очень так все просто вяжется с вязанием. Еще надо потренироваться. Вот так вот получились качели. Это должно быть все натянуто. Честно говоря, ну, с этим придется практиковаться. Я думаю, что с ниткой разберемся, потому что все вживую, без всякого там какого-то монтажа. Вот. Собираюсь я на рыбалку на них ловить. Насаживается через нитку на крючок. Все это я на рыбалке покажу. Вот, но смысл, я надеюсь, вы все поняли. Можно их чуть-чуть подкрасить в желтый цвет. Другой вариант изготовления, это значит сушим в духовке, как я говорил, в щадящем режиме. Вот. В духовке цвет у них более желтый будет. Самое главное, что они плавают и они пылят. Самый цинус в том, что они будут растворяться очень быстро. В течение 10 минут маленькие вот такие вот мини-бойлики, они будут растворяться. То есть, как если взять поп-ап обычный, он не растворяется, редко который растворяется. Это его плюс. Нитка красная привлекает. Вот. Еще будет рецепт скоро, другой вариант. Если рыба не активная и нужно больше, там будем добавлять манку, варить их, но тоже рабочий вариант. Если понравилось, ставим пальцы вверх. Делимся, обязательно делимся этим рецептом, потому что это вот нечто, действительно нечто. Это стоит того. Вот, подписывайтесь, всего доброго и не болейте, ребята. Всем пока. Какие цветы? Ну, никакие. Ну, вообще, как вот они делаются? Два вида, я так понимаю, вы делаете, да? Да. На сухую это гороховая мука, белок яичный. Добавляется глицерин, замешивается тесто. А потом по желанию любой ароматизатор. Я про глицерин забыл. Вот, я поэтому... А сколько вот пропорций вот вы делаете, чтобы прям вот понимать, чтобы вот взять и сделать там прям сколько? Яйцо, 2 там яйца и... Одно яйцо хватает вполне, чтобы накатать роликов. 400-500 штук. Эх ты, короче, одно яйцо, убираем оттуда желток. На белке просто муку добавляешь, пока тесто не получится густое. Ну там получается, может, 2 ложки, может, больше. Пока тесто не... Гороховой муки. Да. Все. А гороховая мука, получается, из пачки обычная? Обычно, что в продаже в магазине. А дальше, а глицерин? Глицерин капель 15. Его надо было уже в эту добавить, белок, наверное, да? Ну да, я в белок сразу добавляю, а потом уже замешиваю муку. Глицерин, это чтобы они у вас не сохли и потом не лопались. Вот почему. Да. Ну и вареные потом. 3 ложки муки, 3 ложки манки, 6 ложек воды. Замесить тесто. И в кипятке, в кульке 15 минут отварить. Вот этот комочек. Да. И все. Остыло, вытащил. А помял. про ароматику забыли. Ну, я говорю, остыло, вытащил, помял, добавил. А, это уже потом. Да, добавил ароматику. Все. А в первый вариант ароматику надо добавлять? Конечно. Ну, она как сразу, получается, на замесе, да, в эту, в белок. Да нет, я обычно уже готовое тесто добавляю. А сколько ароматики добавляете, какой? Чтобы прям как есть. Медовая или ванильная. Ну, а там это надо опытным путем пока. Ну, это понятно. Какой пользуетесь опытным путем? Дунаев?
Ну как, Ну, на- потому что много, я вот уже припробовал, я сейчас не понимаю вот в ней, вот поэтому спрашиваю. ну, взял ароматику, добавил, так, помял, ну, понюхал. Естественно, нюх у нас не такой, который, Сильно должно пахнуть? ну, чтоб запах был, да. Не чтоб сильно приторно вонючий. Чтобы не било, да? Чтоб не приторно вонючий такой, да. А ну, чтоб запах только был, да, и все. Все. Все, спасибо от нас всех за рецепт. Теперь все будут с рыбой. Ага. Рецепт с Донецка или у нас откуда рецепт? Да нет. Донецкий рецепт.